Доброе утро, это город Буэнос-Айрес. Пока мы по нему едем, обсудим тему иммиграции в Аргентину в 2025 году. Стоит, не стоит, что, как, почему Аргентина, чем она хороша, чем она плоха. Я живу здесь очень давно и могу кое-что уже рассказать об этой стране. Мы не будем обсуждать с вами сегодня никаких цен на огурцы, на помидоры, на мясо, что на рынке, что в магазине. В последних моих видео вы можете посмотреть. Там очень много именно конкретно о ценах. Сегодня вообще мы поговорим о стране, чем она отличается от других стран, стоит ли в нее ехать, не стоит, какие надо подводные камни учитывать, что тут хорошо и что тут плохо. Начнем с хорошо, а потом рассмотрим, что у нас плохо. Первое, что хорошо, это в принципе довольно доступная легализация документов. В каком плане? Что я хотел сказать, что в многих странах еще хуже с легализацией документов, чем в Аргентине. Все-таки как-никак здесь есть много разных программ, на которых можно легализироваться, прожить 2-3 года. Почему 2-3? Потому что многие рассказывают про 2 года, но это чуть-чуть неправильно. Если вы легально прожили 2-3 года, то вы можете подать уже на постоянку, вы можете подать на гражданство и все в таком духе. Легализация документов существует потому, как если у вас родственник аргентинец здесь живет, если вы приехали и родили здесь ребенка, если вы вышли замуж или поженились, и многое другое, в том числе и на учебу или по бизнесу. Почему я сказал про 2-3 года и как бы так это? Многие из тех, кто сюда приехал, считают, что вот 2 года поживу легально каким-то образом или нелегально и подамся на постоянку уже и буду легализироваться в Аргентине. Вопрос в том, что они не читают законы аргентинские, они полнятся слухами, кто друг другу, как говорят, одна бабка сказала. По закону Аргентины, чтобы начинать легализацию по сроку жизни, вот эти именно 2-3 года, которые я рассказывал, да, такое существует. Но, во-первых, эти 2-3 года надо быть легально, а не побегать нелегалом 2-3 года. Это совсем разные вещи. Это первая вещь. Второе, если вы откроете конкретно закон Аргентины, вы увидите, что 2 года это для стран Меркосура. Вы, может, не знаете, но Аргентина и Бразилия и некоторые другие страны Южной Америки создают такой союз, который называется, не создают, он есть создан, такой союз, который называется Меркосур. И у нас прямо вот конкретно есть на документах на наших написано Меркосур. Меркосур означает, что я в этих странах могу жить, работать, легализоваться и все такое. Вот в том числе, то есть 2 года это для стран граждан Меркосура. Для граждан других стран, которые не входят в Меркосур, это 3 года. 3 года легального пребывания в Аргентине, а легальным как раз и является то, что я говорил, там по учебе, еще почему-то. В общем, каждого по-своему. Многие еще едут сюда за паспортами. Паспорта Аргентины все-таки как-никак очень ценятся в мире, входят в 20 лучших паспортов и дают очень много всяких преимуществ. А конкретно, там, к примеру, преимущества 170 стран плюс, включая есть Великобританию и Японию, вы можете ездить безвизово. Имеется в виду безвизово, не путайте, что вы поехали туда безвизово и начинаете там жить. Нет, для туристов на 3 месяца. Не знаю почему, но многие считают, что он получит аргентинский паспорт, поедет в Европу и будет там жить. И в этом они, конечно, очень ошибаются. То есть жить ты будешь, но будешь нелегалом. Тогда не знаю, зачем тебе, так сказать, и это самое. И этот паспорт, чтобы поехать и жить нелегалом. Относительно дешевое жилье, и, для того, чтобы купить, относительно, еще раз, относительно чего? Относительно, к примеру, там, Штатов, относительно многих стран Европы, Евросоюза, то тут все-таки можно найти дешевле жилье, чтобы купить. Особенно, если это жилье будет находиться не в Буэнос-Айресе или в крутых городах, или хотя бы даже в Буэнос-Айресе и в крутых, но на окраинах. Все зависит от района, все зависит от, как говорят, есть районы более дорогие, есть районы более дешевые. Ну и плюс пригороды и провинции, конечно, там дешевле. И относительно
тех стран, что я сказал, здесь меньше нужно денег для того, чтобы все-таки приобрести это жилье в конечном итоге. Теперь, в Латинской Америке Аргентина занимает довольно-таки высокий уровень безопасности. Сколько бы там ни рассказывали про то, что тут могут украсть сумочку, то все, но вот такая, ну, все-таки общая безопасность, по-моему, на втором месте занимает по уровню все-таки безопасности Латинской Америки Аргентина. По сравнению со всякими Мексиками там и все остальное, где всякие картели и, в общем, намного больше всякого насилия, честно говоря, такого организованного, чем в Аргентине. В Аргентине есть, как и в всех странах, и есть люди, которые могут у вас и сумочку свистнуть, и машину угнать, и еще что-то случится. Но это все-таки по сравнению с другими странами Латинской Америки довольно безопасная страна. Небезопасные зоны – это пригороды больших городов. Это самые небезопасные зоны, то есть окраины. Как многие могут сказать, там в больших городах небезопасно. Нет, в больших городах, но надо уточнить, окраины больших городов. Как правило, в центре, в городе, там большинство все-таки районов таких нормальных, спокойных, где дети могут ходить в школу, где могут ходить в магазины, где женщины могут ходить с телефонами, с сумочками в открытую, что-то там чатовать, что-то там звонить с кем-то, и никто у них ничего вырывать не будет. Пригороды – это уже другой вопрос. Пригороды больших городов. Также и очень намного больше безопасно, к примеру, в провинциях. В провинциях тоже гораздо безопаснее. Я имею в виду, вы поехали в какие-то небольшие городки, там на побережье, поехали в какие-то небольшие городки где-то еще на Кордова, там Миссионес, Мендоса, вот такие вот другие провинции, там тоже довольно хорошо и довольно безопасно. Можете себя чувствовать, ну так, спокойненько, скажем. Еще одним из преимуществ Аргентины является доступность все-таки медицины на данный момент, хорошей медицины и образования. То есть, что в Аргентине существует до сих пор еще бесплатная медицина и бесплатное образование. Хотят немножко поменять, хотят для, как говорят иностранцы, сделать платное образование и платную медицину. Ну, я объяснял в одном из своих видео, как это еще не сделали. Но так хотят. Но на данный момент, на сегодняшний день, бесплатная медицина, бесплатное образование существует. Также, конечно, как и наравне с платным и образованием, и медициной. То есть каждый выбирает то, как хочет. Хочешь, можешь пойти в бесплатный госпиталь, там тебя обслужат, хочешь пойти в платный. И чем отличается именно в Аргентине это все дело от других стран? Может, во многих странах есть бесплатные госпиталя, платные госпиталя, и все это не является единственным достижением Аргентины. Достижением Аргентины является то, что в бесплатных госпиталях, пускай там будут плохо покрашенные стены, может там плохие какие-то кровати, но там те же самые профессора работают и те же самые врачи, которые в платной медицине. То есть качество именно медицинского обслуживания, если вы уже попали к врачу в бесплатном госпитале, будет тоже, что как минимум берем города большие, где есть платная, бесплатная медицина. Будет то же самое, что и в платной. То есть врач будет практически тот же самый, также тебя обслужат, также тебе, если нужно, выпишут лекарства там или сделают какие-то процедуры. Не начинайте мне рассказывать, а вот там в таком-то селе, там даже врача нет. Да, так и везде, во всех странах есть, что есть, наверное, где-то поселки, где нет ни поликлиники, ничего. Но мы говорим там, где медицина есть. В городах, где есть и то, и то, и то. Так как и университеты. Университеты тоже. Вот мы едем справа, к примеру, все университет, но это не значит, что университеты стоят в каждом селе. А вот образование в университетах есть платное и бесплатное. Вот, кстати, у нас это, по-моему, факультет ДДР, то есть факультет права, бесплатный, вот УБА, бесплатного образования. Так что это тоже очень большая. И образование хорошее, многие УБА, допустим, входит там, по-моему, в очень большой рейтинг, занимает между всякими университетами мировыми. Очень приятный климат и природа. Все-таки, как не сказать, Аргентина так вот расположена географически, что все-таки есть практически любой климат. То есть, если вам нравится жарище, вы едете на ту сторону Аргентины, которая
с Бразилией, это самое граничит, на границе с Бразилией, вы там получаете уже тропический климат. Если вам нравится холод, ледники и все, вы можете спуститься вниз до Антарктиды, и там у вас будут и ледники, и пингвины, и все, что вы захотите. Если вам нужны горы, вы едете в сторону Чили, и в Аргентине Анды, такие же Барелочи, курорты снежные, лыжные и все как хотите. Если вам нравится океан, пожалуйста, в сторону Атлантического океана, то есть вот на побережье Атлантического океана, очень большое побережье Аргентина занимает, есть. И в середине, между этими всеми, вы можете выбрать такой климат, который будет очень прекрасно вас устраивать. Можете выбрать очень жаркие районы, можете выбрать очень холодные районы. То есть вот на что вам надо, на такой климат вы можете, в принципе, рассчитывать в Аргентине. Еще здесь одно из таких сильных преимуществ, которые действительно сильные преимущества, это то, что здесь очень доброжелательные люди. Все-таки страна строилась, скажем так, на эмигрантах, и которые приезжали всю жизнь сюда. И это ихние теперь дети, внуки, правнуки здесь живут. И культуры перемешанные все, и очень-очень все-таки тут доброжелательный народ. То есть тут никто друг другу не выносит мозг по поводу того, что ты не той национальности. Аргентинцы очень дружелюбные и приветливые люди. То есть, если вы не знаете там, как что-то спросить, или там вы не знаете правильно, как сказать слово, они попробуют вас все равно понять, хоть на кивках, как говорят. И еще отсутствие все-таки вот этого языкового барьера, в длинной перспективе. Если вы приехали сюда жить, а не просто попутешествовать или пересидеть там какие-нибудь ваши проблемы, то, в принципе, со временем вы язык выучите, потому что испанский язык довольно-таки, не то, чтобы там сказать, легкий, но и не тот, который не настолько, как какой-нибудь там китайский, корейский, где все прямо вот вообще непонятно. То есть, если вы его не выучили, это не потому, что его нельзя выучить, это потому, что вы просто тупо его не захотели учить. Потому что таких тоже знаю. Некоторые живут тут по 20 лет и сидят, и все. Они не общаются с аргентинцами, они не учат язык. Выучили 4 слова, там, прессио, еще какие-нибудь, и все. И им это не надо. Но это не значит, что это нельзя выучить. Это потому, что им это не надо. Они считают, что и так проживем. Они общаются только со своими, смотрят только свой телек. И больше их ничего, в принципе, не интересует. Соответственно, тут вот такое дело. Это уже, как говорят, проблема не Аргентины, это уже проблема того, кто сюда приехал. Но есть не только преимущества, есть еще и всякие, негативные факторы в Аргентине. Надо теперь обсудить и эти. Самое такое негативное, что в Аргентине есть, это постоянный экономический кризис. Постоянный. Сколько мы здесь живем, столько постоянные экономические качели. Вверх-вниз, вверх-вниз. Постоянный кризис, постоянная инфляция. Многие аргентинцы к этому привыкли. Я даже знаю некоторых, которые научились в этом не то что выживать. В принципе, все выживают как-то, но научились даже и зарабатывать бесконечно на этих всех скачках. Очень сильно наши влюбленные в запрет доллара. Влюбленные, я имею в виду, наше правительство. Но это мы потом обсудим. Давайте сначала просто, как говорят, про такое общее. Это значит постоянный экономический кризис. Сколько есть Аргентина, столько есть экономический кризис в Аргентине. И вы, если к этому не привыкли, то это для вас будет конечно, таким кошмариком. Цены на продукты и услуги постоянно растут у нас. Курс валют нестабилен. Местная валюта песо, это, как у нас один говорил, это биодеградаблы, это значит, валюта, которая со временем просто, растворяется. То есть никто в ней не складывает свои деньги, все пытаются пользоваться долларом. Высокая инфляция, более 100% в год. Цены на продукты и услуги постоянно растут. Курс валют нестабилен. Местное песо постоянно обесценивается у нас. Доллары сложно купить официально. Приходится пользоваться неофициальным рынком. Доллар блю называется. Бюрократия и медленная работа государственных служб.
Потому что получение документов на ВНЖ, ПМЖ, там, гражданство может занять несколько месяцев или даже несколько лет. И это больше всего, что даже рассчитываете на несколько лет, а не на несколько месяцев. В государственных учреждениях часто бюрократия и хаос. То есть вы подали какие-то документы и можете их ждать, ждать и ждать. Никто не будет спешить заниматься ими по срочнику. И без разницы, что вам там надо по срочнику, вам не надо по срочнику. Им по срочняку не надо. У них, как говорят, зарплата одна. Вот какую зарплату платят, такую они и работают. Очень высокие у нас налоги. Как-никак, все-таки Аргентина берет налоги и очень-очень высокие, если вы их собираетесь легально работать. И налоговая система довольно сложная. Есть упрощенное налоговое обложение, монотрибута называется. Оно для такого мелкой деятельности. Но если вы хотите реально работать и зарабатывать большие деньги, вам монотрибута не подойдет, вы там не сможете, а дальше вам надо иметь бухгалтера и очень сложное налогообложение. Двойное налогообложение, если вы работаете, в своих странах платите налоги, это не значит, что вы не будете их платить налоги в Аргентине. Налоги в Аргентине вы так же само платить будете. То есть тут все по барабану. Платишь, к примеру, там, не знаю, за YouTube в Америке с тебя берут налог, плюс в Аргентине с тебя берут налог. Есть немного проблем с инфраструктурой. То есть как с инфраструктурой? Допустим, постоянное увеличение не налоговые, а оплата счетов за свет, за газ, за воду. Но никто никогда особо не поднимает сервис этот. То есть, как только наступает жара в Буэнос-Айресе, а жара тут, лето очень жаркое, особенно последние годы, лето очень жаркие, частые отключения света, очень частые отключения света, и всегда они были, эти отключения света. Только люди начинают включать кондиционеров побольше, сразу отключение света, сразу такие люди сидят, некоторые в районах могут и по неделям сидеть без света, горят всякие трансформаторы, все. Потом правительство говорит, что надо разрешить им брать больше за свет. Эти начинают брать больше, к примеру, за свет, но в то же время никто никогда, я не видел, чтобы ремонтировал и чтобы на следующий год не было этих отключений света. Это было всегда. К примеру, там макарь приходил, кричал, все, надо поднять чуть ли не 5 раз за свет оплату, потому что, видите, вот отключение света, а теперь, если они возьмут, они там как вложатся в развитие инфраструктуры. Фигня, никто никуда не вкладывается, все, что взяли в карманы, то уже в карманах, и никто никуда ничего укладывать не будет. Снова начинает отключение света, снова трансформаторы горят, снова кричат, надо брать больше, потому что этого, наверное, им не хватает. Сейчас продолжается то же самое. Вы думаете, если сейчас снова увеличилось все в 10 раз, то что-то тут поменялось? Нет. Ничего не поменялось. Интернет, скажем честно, плоховат. То есть даже в городе Буэнос-Айрес можете иметь 4G, 5G, но есть районы, в которых вы будете идти, и у вас не будет интернет вообще, работать. Я, к примеру, тут на набережной Буэнос-Айреса стою, хочу вести стрим, и у меня не тянет интернет в парке Буэнос-Айреса. То есть в одном краю парка тянет, а в другом парке не тянет, потому что, хотя это в городе Буэнос-Айрес. Прикидывайте за городом или в каких-то провинциях. Есть некоторые места в провинциях, допустим, я лично знаю в провинциях Ла-Пампа, такие места есть, туда поближе к Рио-Негро, где вообще можешь ехать и 400 километров, 500, там не будет вообще у тебя не то, что интернета у тебя не будет, там телефон работать, там нет вообще связи. То есть, конечно, вы можете, если у вас есть деньги, купить тут Starlink какой-нибудь, прицепить и кататься со Starlink'ом по всей Аргентине. Но мы говорим не про Starlink, мы говорим про инфраструктуру, которая аргентинская инфраструктура. Безопасность жизни в больших городах, что все-таки она существует, эта опасность, я имею в виду, я рассказывал, что по безопасности между другими латинскими странами, это хорошая страна.
И параноиком становиться не надо в плане безопасности здесь. Но и никто не скажет, что у вас тут не могут украсть какую-нибудь сумочку, украсть колесо с машины и еще какую-то штуку. Особенно это в крупных городах, в пригородах, как я и говорил. Или в самом городе тоже ночью, потому что пригород-то тоже приходит в город, правда? То есть они же вот криминальные, там карманные кражи всякие. И есть районы, где бы ночью я бы не советовал вообще ходить. Ну, это просто надо знать районы и желательно там не шастать, особенно ночью. Очень дорогие импортные товары. Из-за высокой инфляции налогов на импорт электроника, автомобили, одежда дороже, чем в Европе или США. Так что можете прикидывать, зарплаты здесь низкие, а высокие цены. Еще что можно вот сказать о том, что тут очень высокая безработица. То есть люди, которые сюда собрались ехать, если они не имеют дохода, если они сюда едут с такой мыслью, что поеду, там найду работу, буду жить себе за границей тихонько, пускай не очень большую, но это забудьте. Вы должны ехать сюда и знать, что вы будете делать. Потому что тут 50% аргентинцев безработных. Они не могут себе найти такую работу, хотя они знают язык, хотя они в своей стране, они тут выросли и все. Соответственно, если вы не супер-пупер хирург, если вы не супер-пупер специалист, которого там в любой стране возьмут, потому что такой специалист просто редкость, то можете забыть о том, что вы будете тут, найдете нормальную работу, будете с нее жить и содержать семью. Не будете, не найдете. Это, конечно, кому-то повезет, бесспорно, это не категорично. Но я бы все-таки предпочитал, чтобы у вас засело в голове то, прежде чем сюда ехать, что вы ее здесь не найдете, чем вот эта надежда, которая потом вас очень сильно обломает в том, что нет, я найду, это с другими случается, со мной не будет. Я ж такой, что я приеду и найду. Итак, народ, подведем итоги. Я уже иду по другим местам. Вы будете смотреть Буэнос-Айрес, я буду рассказывать. Значит, Аргентина – это не для всех. Если ты просто хочешь свалить со своей страны по каким-то причинам или приехать на специальную учебу, тогда да. Если ты хочешь лучшей жизни, именно, я имею в виду экономической, тогда нет. Надо знать, что нужно, чтобы переехать, надо финансовая подушка такая, которую ты будешь иметь хотя бы 5-10 тысяч долларов. Это раз. Второе, надо точно знать, что ты будешь зарабатывать сам, без участия Аргентины, то есть ты где-то удаленщик какой-то, еще кто-то, дизайнер, там по интернету тебе платят, лучше всего в валюте, что ты будешь зарабатывать, как бы тут ни было, потом объясню в следующих видео и за валюту. Но в валюте это то, чем экономят аргентинцы. Аргентинцы в песах не экономят. Это кроме, бабушек-пенсионеров, и пенсионерам тоже некогда экономить в песах, потому что им это пенсии вряд ли хватит для того, чтобы еще там что-то экономить. Дай бог им прожить на это все хозяйство. Так что, ребята, первое – это. Второе, что еще тут хорошо, это то, что здесь нет этой призыва в армию, как правило, политических таких передряг, которых там, я имею в виду, не вступала в войны в какие-нибудь там Аргентина, знаете, всегда какая-то более-менее нейтральная страна. То есть в связи с тем, что сейчас начинает твориться на другом континенте, не на нашем, и не начинает, а что творится, еще будет еще больше твориться, по всем предполагаемым, как говорят этим аналитикам. Аргентина одна из неплохих вариантов свалить подальше от этого всего говна. Так что, ребята, смотрим, но должны привыкнуть. Заработать и стать миллионерами вариантов почти нет. Чтобы именно заработать и стать в Аргентине миллионером, надо, чтобы вам там, не знаю, что инопланетяне подсказывали какие-то дела, которые вы можете. Но жить спокойно, конечно, можно. Пока что здесь еще люди живут спокойно, доброжелательно, друг другу, в принципе, не вредят специально. Национальным вопросом здесь никто не страдает. Это тоже одна из черт очень хорошей Аргентины. Но товары дорогие, услуг не так много.
И, то есть надо привыкнуть к тому, что жить вы будете попроще. Ну, это обычная такая простая жизнь. Постарался немножко рассказать, чтобы не это самое. А то я так смотрю, есть много народу, который, ну, как бы рассказывают про Аргентину, но, честно говоря, сами еще здесь почти не пожили и, в принципе, даже не понимают, как тут что состоит. Так вот увидели одну штуку, говорят, о, тут так. На самом деле это может быть совсем единичный случай. Или страдают совсем уже паранойей по безопасности, как говорят, что совсем уже там чуть ли не запугивают всех, что нельзя ни на улицу выйти. То ли страдают совсем какой-то дурью, что лезут на какие-то вижи, пытаются там ходить, снимать ролики для того, чтобы, ну, типа, получить стресс, думают, что это так прикольно. Ну, в общем, ходят на грани того, чтобы получить стресс только по голове палкой. Так что разные бывают. Не надо кидаться ни в ту, ни в ту сторону. Не надо, конечно, сильно не смотреть за своими вещами и относиться к этому шалтай-болтай, как бы, к безопасности в Аргентине. Но и страдать паранойей тоже не стоит. 100% вам рассказываю. Как-никак уже тут долго нахожусь и никуда не собираюсь отсюда сваливать. Так что все, всем пока. Не забывайте подписаться, поставить лайк, там, поделиться своим видео с такими, которые хотят поехать в Аргентину или хотят просто узнать, как люди в ней живут, в этой стране. Ну вот, мы идем сейчас приблизительно по спальному райончику такому. В центре я уже сегодня был, теперь приехал, еще кое-какие дела сделал и монтировать видео. Всем пока.